Всем привет! Сегодня хочу рассказать о том, как я врезаю петли в дверь, которую я изготавливаю. Использую я самые обычные петли, которые можно купить в магазине. На такую дверь, как у меня, рекомендовано ставить 2, но я буду ставить 3. Надо обратить внимание из особенностей, что на одной стороне отверстие у петель имеет зенковку. То есть этой стороной мы будем прикладывать к материалу, и, соответственно, на саморезы крепить. Самое главное при монтаже петель — это сделать разметку точную. Я сказал, что я буду использовать 3 петли, то есть 2 петли у меня будут в верхней части и 1 в нижней части двери. То есть я отступлю 15 сантиметров от низа и там установлю петлю, и 2 петли я установлю сверху. Причем одна будет стоять от верхнего края на 12 сантиметров и расстояние между петлями 25 сантиметров. Петли я врезаю на этапе после того, как я собрал дверь на сухую. Первый раз сделал, соответственно, пазы и шипы во всех деталях. Теперь я ее разобрал, чтобы мне было легче и не занимать время. Я уже достал их из пазов. И следующим этапом надо сделать разметку. Для этого я дверь фиксирую в проектном положении, в таком, котором она будет у меня. Не дверь, а стоевая. В данном случае это будет правая стоевая. Я устанавливаю стоевую на свое место, то есть проектное положение. Здесь у меня есть специальный брусочек 3 мм. Я хочу, чтобы верхний зазор у меня был 3 мм или более. Я устанавливаю стоевую так, как она должна стоять. Примерно разложил петли, где они должны быть. И струбцинами фиксирую плотно коробку стоевой. Достаточно 2 струбцин в начале и в конце двери. Далее я беру карандаш, линейку и буду производить разметку. Первое, как я уже говорил, это 12 сантиметров именно от начала стоевой, то есть это вот здесь вот 12 сантиметров, ставлю отметку, переношу эту отметку, она должна быть одинаковая. Здесь главное не перепутать и не ошибиться. Она должна быть одинаковая и на стоевой, и на самой коробке. То есть я делаю такую отметку. Дальше я прикладываю петлю. Я ее никуда не вставляю, я просто ее кладу наверх. Можно для более точного позиционирования приложить ее прямо сверху на коробку, выставить ее по черте и отмечаю, собственно говоря, длину этой петли. Дальше опять беру линейку, которая есть у меня разметочная, и переношу метку с коробки уже на саму стоевую. Дальше, собственно говоря, провожу все те же операции, но со второй петлей. Как я уже говорил, расстояние от первой петли до начала второй, от конца первой до начала второй, 25 сантиметров. Дальше, после разметки, перехожу уже к переносу разметки именно на саму стоевую и на коробку. То есть первичная разметка — это мы совместили, сделали как бы соосность 2 деталей, это коробки и стоевой. Теперь на каждой детали надо сделать свое посадочное место для каждой петли. Переворачиваю деталь. То есть теперь мне надо разметку перенести вот с этой плоскости, ее надо перенести на эту плоскость. Такую же операцию надо сделать и на коробке.
То есть петля будет крепиться, как я уже показывал, вот таким вот образом. Вот так она будет устанавливаться. То есть петля будет врезаться в часть коробки. Вот сюда. То есть я должен перенести все линии также и вовнутрь коробки. Главное не перепутать, у кого нет пространственного воображения, как у меня. Все время прикидывайте, как это должно быть. То есть я еще раз для себя понял, что петля вставляется вот так. Перевел риски. И я понимаю, что петля будет располагаться вот здесь. Как разметить здесь правильно положение петли? Сейчас, наверное, подниму камеру, чтобы было лучше видно. Итак, чтобы разметить петлю, я ее прежде всего прикладываю к тем рискам, которые я наметил. Но здесь самое главное — глубина, то есть насколько петля должна быть утоплена, либо наоборот отстранена от поверхности. Здесь у каждой петли есть вот такие вот риски, они видны на просвет. Ну, не риски, а конец петли. Вот виден просвет, и здесь вот конец. Ориентироваться надо именно по вот этой вот поверхности. То есть прикладывать, когда прикладываю петлю, я ее выставляю ровно так, чтобы я видел поверхность самой стоевой. То есть она должна не доходить до самой вот этой петли, как называется, шарнира, и не должна далеко быть. Она должна быть именно по этой поверхности. Лучше всего смотреть, конечно, сверху. Если есть возможность даже подсветить чем-нибудь, телефон положить. Но он у меня сейчас занят. И дальше я обрисовываю. Четко обрисовываю петлю, как она уже будет на своем месте. Это нужно для того, чтобы выбрать сейчас паз, сделать выборку именно под петлю. После того, как я перенес на стоевую размеры для выборки, точно такую же операцию, я уже показывать я не буду, но точно такая же. Также прикладываем петлю, смотрим на просвет, ставим в проектное положение и обводим. Также переношу на саму коробку. Дальше для работы мне понадобится фрезер, стамески. Во фрезер я вставлю вот такую вот пазовую фрезу. Самую простую, самую обычную, не имеет значения ее диаметр. Главное, чтобы сверху был режущий нож. Следующим этапом врезки, или первым этапом врезки, является вырубка, скажем так, контура при помощи стамески, самой обычной. То есть я должен пройти по контуру будущей вырезки, чтобы сделать ограничения для дальнейшей работы. После того, как я стамеской сделал контур всех петель при помощи стамески и молотка, углублялся я буквально 2,5-3 мм. Я подготовлю себе место для работы с фрезером. Дело в том, что фрезер надо на что-то опирать. У меня 5,5 см, почти, вернее, 5,7 толщина сейчас стоевой. Этого может быть недостаточно, поэтому я беру вторую стоевую, и она будет дополнительной опорой. По идее они одинаковые. Сейчас я их также скреплю струбцинами. Скрепляю. Вот. Зазора нет. Они одинаковые. Но обратите внимание, что я сделал вылет, то есть конец фрезерования на себя. То есть можно, я так один раз сделал, я сложил две стоевые вместе. И когда фрезеровал,
уже в последний момент заметил, что я залезаю на другую строевую. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Теперь немного о том, как я буду настраивать фрезер. Тут тоже нет абсолютно ничего сложного. Наверное, показать сложнее, чем его настроить. Но тем не менее, вот есть у меня фрезер. Все, вот он у меня в расслабленном состоянии, скажем так. Надеюсь, что видно. Я опускаю фрезер до момента касания именно с материалом. То есть вот он вошел, но еще двигается. Вот, раз, чуть царапает. Но мне надо сделать выборку на высоту вот этой вот, на ширину вот этой петли. То есть я поднимаю теперь фрезер, вставляю сюда саму петлю, опускаю вниз, и теперь у меня здесь появился зазор. Он равен толщине петли. И я при помощи подъемного механизма, конечно, неудобно немножко с этой стороны, при помощи подъемного механизма я опять опускаю фрезу, чтобы она коснулась материала. Все, как я вижу, что он немного царапает материал, значит, все настроено верно. Теперь, когда я в процессе фрезеровки нажму и дойду фрезером до ограничителя, величина съема будет равна величине, вернее толщине моей петли. Надеюсь, объяснил не очень путано. Сейчас попробую сделать выборку. Итак, буду делать выборку на первой для меня сегодня петле. Моя задача, вкратце расскажу, постараюсь показать с разных сторон, возможно, с разных петель. Моя задача пройти фрезой максимально близко, но не заходя, конечно, за границу, и убрать весь материал вот на этой площади. То есть я тихонько зайду вот так, зайду немножко вот так, уберу часть материала, ну посмотрим, как будет получаться. Глубина фрезерования у меня выставлена. Вперед! Ну вот таким образом я профрезеровал. Теперь остается убрать лишнее, потому что не хотел, конечно, заходить очень сильно к краям. Поэтому с помощью ножа, стамески надо убрать, отсечь все лишнее, как говорил один известный скульптор. Ну вот, таким образом я выбрал посадочное место для петли. Теперь надо ее примерить. Опять же, примеряем зенкованной стороной наверх. Ну вот, петля прекрасно входит. Проверяем глубину посадки. Здесь ее можно еще подкорректировать, если вдруг выбрали немножко больше. Но самое главное, как я уже говорил, если смотреть на просвет, дерево должно начинаться совпадать именно вот с этой прорезью. Все. Петля заподлицо, как говорится. Можно брать, отмечать, если есть стержень, можно отмечать посадочные отверстия и прикрутить первую петлю. Ну, таким образом, сейчас я выберу остальные несколько петель и продолжим. И здесь буквально на 2 самореза установлю петельку. Опять же, смотрю все зазоры необходимые.
дальше мне надо сделать те же самые операции, но уже в самой коробке. Для этого мне придется коробку поднять. Ввиду того, что здесь намного глубже, приходится фрезеровать, пришлось поменять фрезу, еле нашел на очень тупую и очень плохую, поэтому с горя пополам я профрезеровал. Сейчас попробую убрать все лишнее. И дальше закрепляю петли коробки. Ничего сложного в этом не должно быть. Таким образом видно, что у меня получилось сделать петли, врезать. Зазор одинаковый, что в начале, что в конце. Ну, как я и планировал, порядка 1,5–2 мм. Как видно, петли на месте. Зазор одинаковый по всей длине двери. Порядка 1,5–2 мм. Вот так она поднимается, будет подниматься, открываться. Кому понравилось, ставьте лайки или дизлайки. Хоть как-то отреагируйте. Безусловно, еще будет то, что я делаю, еще будет скорректировано. Но, тем не менее, часть работы уже сделана. Всем удачи. До новых встреч.